Наш Отец Небесный, мы благодарны за возможность вновь обратиться к Твоему Слову. Мы просим, благослови нас сейчас. Пусть Дух Святой будет с нами. Помоги нам проникнуть, Господи, в Твое Слово и в те события, которые ожидают нас. Мы просим также, помоги нам быть готовыми к ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь. In our last period, we had talked a little about the time of trouble. Мы изучаем с вами семинар «События последних дней», и последний час мы говорили с вами о малом времени скорби. It's called the little time of trouble. Малое время скорби. For two main reasons. Так оно называется по двум основным причинам. It's pictured as a fairly short time. Оно представлено как довольно короткое время. But of course it doesn't tell us how short that is. Но, конечно, не сказано нам, насколько короткое, то есть сколько точно она будет длиться. I'm sure it will take more than 2 or 3 months. Я уверен, что это будет длиться больше, чем 2-3 месяца. It could take several years. Может быть, даже несколько лет. Because the gospel has to go to the entire world during this time. Потому что в это время Евангелие должно быть проповедано по всему миру. But still, it's called a short time of trouble. Но вместе с тем оно названо временем малой скорби. The other reason it's called a smaller time of trouble. Еще одна причина, почему это время малой скорби или малое время скорби, is that it will not be as severe as what comes after the close of probation. Потому что ситуация не будет такой накаленной, как после завершения времени испытания. Now, I don't know what people are teaching in this country. Я не знаю, как у вас преподают в стране, But in our country, many are making a mistake но в нашей стране многие совершают ошибку. by thinking that no one will die during this little time of trouble. Говоря о том, что никто не погибнет во время малой скорби. Now, it's true that after the close of probation, Правда то, что после завершения времени испытания no one will die. никто не умрет уже. But if that gets mixed up with what comes before the close of probation, Но если это спутать с тем, что должно быть до завершения времени испытания, then our expectations are not reality. тогда наши ожидания не исполнятся. Now, in studying these topics, Изучая эти темы, it's not my desire to scare anyone. я, конечно же, не хочу никого напугать. There are those that don't even want to hear about this subject Есть люди, которые не любят слышать эти темы, because they're too scared already. потому что они уже и так перепуганы. But God will be with His people during this time. Но Бог будет со своим народом в это время. And it is the best time for carrying the gospel. И это будет самое лучшее время проповеди Евангелия. And for those that are totally surrendered to God's will, И те, кто полностью покорились Божьей воле, even though we certainly don't look forward to it, хотя, конечно, мы, нельзя сказать, что мы с радостью ожидаем этого времени, the good things that happen overshadow the bad. но все равно лучшее перевесит худшее. And as I have read many stories of people who suffered before, И как я читал уже много историй о людях, которые страдали раньше, it's usually very clear how much God helps them. очевидно становится из этих историй, насколько сильно Бог им помогал. Not long ago, I read a book about the martyrs of China. Не так давно я читал книгу о мучениках в Китае. Many of these were not Seventh-day Adventists. Многие из них не были адвентистами седьмого дня. They were Catholics and Protestants. Они были католиками и протестантами. But it was a thrilling book. Но книга эта была очень интересная. Many missionaries would sign up to go to China, Многие миссионеры хотели поехать в Китай, knowing that when they got there, they might be a martyr. зная то, что они могут стать мучениками. And some of them were martyrs after just a few months. А некоторые становились ими буквально через несколько месяцев. But when their turn came to be a martyr, Но когда выпадала их очередь принять мученическую смерть, they considered it a privilege. они
почитали это преимуществом. Now, if Catholics can do that and Protestants can do that, И если католики были готовы на это и протестанты, certainly the God of Seventh-day Adventists очевидно, что Бог адвентистов седьмого дня can help His people to be like that. может помочь своему народу также вести себя. So let's look at what is going to be going on Давайте же посмотрим, что будет происходить from the time the national Sunday law is passed с момента принятия закона о воскресном дне until the close of probation. до завершения времени испытания. Desire of Ages 354. Книга «Желания веков», страница 354. Persecution will spread the light. Преследования будут помогать распространять свет. One of the reasons it's necessary Одна из причин, почему они необходимы, is that we haven't done it now. заключается в том, что мы сегодня в благоприятное время не сделали этой работы. Often when God's people don't do it voluntarily, Очень часто, когда Божий народ добровольно не совершает служение, they have to be driven to do it by persecution. им приходится затем во времена преследований и гонений делать это. The disciples of Jesus would have probably stayed in Jerusalem Ученики Иисуса, наверное, остались бы в Иерусалиме and in the land of Israel, и в израильской земле, but persecution drove them all over the world. но преследования рассеяли их по всему лицу земли. The servants of Christ will be brought before the great men of the world, Слуги Христа предстанут пред великими мира сего, who, but for this, might never hear the gospel. которые, если бы не эти обстоятельства, никогда не услышали Евангелие. These are people, if you knock on their door, Это такие люди, знаете, когда постучишь к ним в дверь, they won't let you give Bible studies. то вас никто не пустит туда. Никто не даст там проводить библейские уроки. If we have evangelistic meetings, И если мы проводим евангельские программы, they won't come. они на них не придут. The best instrument we have И поэтому самый лучший инструмент, который у нас есть, is our health work, это наша весть о здоровье для таких людей. because they get sick like everyone else. Потому что они болеют, как и прочие. But still, many of them will not hear until this time. Но многие из них все равно не услышат весть Евангелия до этого времени. The truth has been misrepresented to these men. Истину для них извращали, то есть они не слышали ее. And because of their prejudice against the truth, И из-за их предубеждения против истины they have no desire to learn about it. у них нет никакого желания узнавать ее. But during this period of time, Но в это время, as we have to go before the court, когда нам придется предстать пред судами before other bodies who are listening to what we say, и пред другими организациями, которые будут хотеть услышать наше исповедание, they will see for themselves that they were prejudiced. они сами увидят, что руководствовались предрассудками. Some will accept and some will reject, Некоторые из них примут истину, некоторые отвергнут. but they will see the message clear enough to decide. Но они услышат эту ясную весть и поймут ее достаточно, чтобы принять решение. They have listened to false charges concerning the faith of Christ's disciples. Они слышали ложные обвинения относительно веры Христовых учеников. Often their only means of learning its real character И часто единственным способом узнать истинный характер вести is the testimony of those who are brought to trial for their faith. это через свидетельство тех, кого судят за их веру. So as the Sunday laws advance, И таким образом, по мере того, как закон о воскресном дне будет распространяться, first telling us we can't work on Sunday, вначале он будет запрещать работать в воскресенье, and we are to cooperate with that one, и мы должны подчиниться этому. but finally telling us we must not worship on Но Sabbath, в конце концов он будет запрещать поклоняться Богу в субботу, we will be brought into court. и за это нас будут судить. And probably for other reasons at times we'll be brought in, И, может быть, и по другим причинам будут обвинять нас, because our neighbors just want to cause trouble for us. потому что все наши соседи будут пытаться нас осудить. Last day events, page 145 and 6. События последних дней, 145-146 страницы. Those who live during the last days of this earth's Те, history кто будет жить в последние дни земной истории,
will know what it means to be persecuted for the truth's sake. Узнают, что значит быть гонимым за истину. We get a little taste now and then, Ну, мы сейчас можем испытать это чуть-чуть. and the older people in this country know a lot about it. И те, кто уже долгое время является верующим в этой стране, знают намного больше о преследовании. In fact, many of you are much better prepared than those of us in our country. И наверняка многие из вас более готовы к этому времени, чем мы в нашей стране. The judges will refuse, in the courts, injustice will prevail. В судах будет преобладать несправедливость. Now, in many countries, Во многих странах, especially ours, особенно в наших странах, you can go to court and usually win if you have a correct cause. ну, в нашей стране конкретно, если вы все-таки правы, то правду в нашем суде можно найти. But one of the things that happens during persecution Но что произойдет во время гонений? is even if you can prove your innocence, Даже если вы сможете доказать свою правоту, свою невиновность, it doesn't matter. никого это не будет волновать. You will be considered guilty anyway. Все равно обвинят вас. Now that will require a Christian character И, конечно, нужно будет обладать христианским характером, to be able to handle that. чтобы справиться с этим всем. And that's where the early and latter rain is to give us that kind of character. И именно ранний, а также поздний дождь должны помочь нам в развитии такого характера. Because if we get mad at them, Потому что если мы на них будем злиться, we just destroyed any respect for the Sabbath truth. то тогда мы этим унизим весть для настоящего времени о субботе. But if we can treat them with respect Но если мы будем сохранять уважение к этим людям and even kindness, и даже доброту, even though we can see what's going on, хотя мы будем видеть, что происходит, it will be a powerful testimony. наше свидетельство будет очень сильным. That's where Jesus gave such a powerful testimony. Помните, Иисус дал очень сильное свидетельство по этому поводу. Even though they would not listen to the evidence, Хотя они не будут прислушиваться к доказательствам. and they brought lying witnesses, И тогда они, помните, искали лжесвидетелей против Него. they saw the peace of heaven on the face of Christ Они видели небесный мир на лице Христа. through that entire period. Все время, пока шел этот суд. He had several trials. Несколько было, помните, допросов у него, судебных разбирательств. But his perfect peace in trusting his Father Но он сохранял совершенный мир и доверие Отцу Своему. was never marred in the slightest. И этот мир не был искажен какими-то неправильными его действиями. Now I agree, many of us will need to grow from where we are right now. Я согласен в том, что мы все нуждаемся в росте таком, потому что мы не достигли такого состояния. But God knows how to help us get ready for this. Но Бог знает, как приготовить нас к этому. The judges will refuse to listen to the reasons Судьи не захотят прислушиваться к причинам, of those who are loyal to the commandments of God, почему эти люди верны Божьим заповедям. because they know the arguments in favor of the fourth commandment are unanswerable. Почему они не захотят прислушаться? Потому что знают, что у них нет никаких со своей стороны оправданий. So it sounds like at first they may argue with us, То есть такое впечатление, что вначале они будут пытаться спорить, but eventually they see their arguments are no good, но в конце концов они увидят, что их аргументы несостоятельны, that we do have the truth, что у нас истина, so then they won't argue anymore. и поэтому они перестанут спорить, They just make their condemnation. они просто будут осуждать. Fifth Testimonies 450. 5-й том свидетельств, страница 450. Wealth, genius, education Богатство, гений, образование will combine to cover them with contempt. объединятся, чтобы осудить их. Reading some of the stories about the flood Когда читаешь историю о потопе and how the great men of the time thought about Noah, и
что великие того мира думали о Ное, and what they said publicly about Noah, и что они говорили о Ное, is a pretty good indication of what will happen to us. это хорошее представление того, что будет происходить с нами. People will consider it very important Люди будут считать это очень важным, to spend their money, чтобы тратить свои to деньги, use their very intelligent brains чтобы очень развитый ум свой использовать and all their education и все свое образование to find ways to make us look stupid для того, чтобы выставить нас глупцами, and crazy сумасшедшими and even dangerous. и даже опасными людьми. You know, I think we have a witness in our country Мне кажется, у нас есть свидетель в нашей стране, of how we will be thought about. как о нас будут думать. After the terrorists Или свидетельство, вернее, о том, как о нас будут думать. После того, как террористы were successful in destroying the Twin Towers уничтожили эти башни-близнецы and a few other things they were able to pull off, и еще несколько других сооружений, American people looked upon terrorists американцы начали смотреть на террористов as the worst people on earth. как на самых плохих людей на земле. And there is a small connection. И есть небольшая связь. Terrorists are often very fundamental believers Связь это такая, что террористы очень часто являются людьми верующими, как их считают, фундаменталистами in their religion. В своей религии. То есть очень консерваторы они. In fact, there are things in their inspired writings В их, как они считают, богодухновенных трудах that suggest that Christians should be eliminated. есть такие мысли, что христиан нужно уничтожить. Well, we as Seventh-day Adventists Мы, как адвентисты седьмого дня, are extremely fundamental мы тоже довольно консервативны. if we follow all of what God has told us. По крайней мере, будем консервативны довольно, если будем жить так, как Бог говорит. But we should not be destroying other people. Но, конечно же, мы не имеем таких верований, чтобы убивать других людей. I guess they'll overlook that fact Но я думаю, что они на это не обратят внимания. and look upon us as the worst people on earth. Но будут смотреть на нас, как на самых плохих людей на земле. Persecuting rulers, ministers and church members will conspire against them. Правители, священнослужители и члены церкви будут составлять заговоры против них. So it won't just be the people in the legal system, То есть не только в системе законодательства или через систему законодательства будут преследования. it'll be all the religious people except a few, Даже по церквям будут настраивать людей. with voice and pen by boasts, threats and ridicule, Своим голосом и своим пером, своими заявлениями, угрозами и насмешками they will seek to overthrow their faith. они будут стараться сломить их веру. Now that can go two different directions. Но вы видите, что это может пойти в двух разных направлениях. They try to discredit us before everyone else, С одной стороны, в глазах других людей они будут пытаться нас дискредитировать, so that they won't listen to us, чтобы те не слушали нас, and they try to undermine our own belief in the message we bear. и они будут пытаться подорвать нашу собственную веру в ту весть, которую мы несем. But again, Jesus has a plan, Но опять же у Иисуса есть план. and it is impossible for them to stop the latter rain. И они не смогут остановить поздний дождь. They may discourage people from listening, Они могут побуждать людей не слушать, but they cannot cause one person to be lost, но они не смогут сделать так, чтобы кто-то оказался неспасенным, because God will see to it that everyone has an потому opportunity. что Бог позаботится, чтобы каждый мог услышать весть и принять решение. And God will strengthen us to handle this opposition. И Бог укрепит нас, чтобы мы могли противостоять этой оппозиции. And the Holy Spirit will work with our mind, И Дух Святой будет трудиться в наших умах, helping us to see where their arguments are wrong. помогая нам увидеть, где есть обман в их аргументах. In Matthew 10, verses 17 and 18, В Евангелии от Матфея, 10 глава, стих 17 и 18,
Сказано: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Now, of course, this was fulfilled in the book of Acts. Все это исполнилось и описано в книге Деяния. But it is also a prediction for the time of trouble. Но эти стихи также предвещают время скорби. When you really stop to think about it, Когда начинаешь глубже задумываться, what proof do they have in the Bible какие доказательства из Библии они имеют, that this is the way to treat anybody? что так нужно относиться к кому бы то ни было. But they are so filled with the spirit of Satan Но они настолько наполнены духом сатаны, that they're basically out of control. что не могут контролировать себя. They cannot resist. Они не могут сопротивляться. Their hatred is growing. Их ненависть нарастает. And they will even treat us this way in the church. И даже в церквях к нам будут так относиться. Now, of course, that brings up the question. Ну, конечно же, это все возбуждает вопрос. Could any of these churches be Seventh-day Adventist churches? Могут ли такие церкви, которые так будут поступать, быть некоторыми адвентистскими общинами? I think we have seen events in our lifetime Я думаю, что даже при нашей жизни мы видели события, that help us to realize that is very possible. которые дают нам возможность сказать, что это очень даже возможно. There are two groups of churches pulling out Выкристаллизовываются две группы общин of the organized Adventist churches. в организованной адвентистской церкви. Conservative people are pulling out, С одной стороны, консервативная часть группируется, and liberal people are pulling out. и с другой стороны, либеральная часть тоже группируется. Both are deciding to keep their tithe Обе эти группы решают у себя оставлять десятину and do what they please with it. и делать с ней то, что им кажется правильным. And of course, at the end, И, конечно же, в конце, when this church is split, когда церковь будет разделена все-таки, it wouldn't be surprising for many churches to go out. то неудивительно будет, что многие церкви отойдут. If the majority of the church decide to go out, И если большинство церкви или большинство общин решит уйти, they're not going to be happy with you они, конечно же, не будут к вам благосклонны, if you stay true to the message. если вы будете оставаться верными вести. So this is going to be like a civil war. И это будет почти как гражданская война. That's the worst kind of war to have. Это, гражданская, это, наверное, самая худшая из всех войн. There's more cruelty in a civil war than any other kind of war. В гражданских войнах больше жестокости, чем в других войнах. And again, I'm not trying to scare anyone, Опять же, я не пытаюсь напугать никого. but if we understand what is ahead of us Но если мы поймем, что нас ожидает, and realize that God has revealed it for a и reason, поймем, что Бог открыл это наперед еще по определенной причине, it helps us to be serious about getting ready now. то это поможет нам серьезно готовиться сегодня. And when it comes, И когда все это будет исполняться, we're not surprised мы не будем удивлены, because our mind is already prepared. потому что разум наш будет уже готов к этому. In Luke 21, verses 12 to 15, it speaks again. В Евангелии от Луки, 21 глава, стихи 12 по 15, опять говорится: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам». So here we find that people will go to prison. Так мы видим, что некоторые попадут в темницы. Again, we will be made fun of in churches Над некоторыми будут насмехаться в церквях. and all other kinds of persecution. И всевозможные другие преследования будут. But there's another beautiful thought here. Но здесь есть еще одна прекрасная мысль. We don't have to worry what we're going to say, Нам не нужно будет переживать, о чем говорить. because this final conflict Потому что этот последний конфликт
is a conflict between Christ and Satan. Это будет конфликт между Христом и сатаной. Between those who will listen to Christ Между теми, кто прислушивается ко Христу, and those that are listening to Satan. и теми, кто прислушивается к сатане. And so the Holy Spirit will give us the words to speak. И поэтому Дух Святой даст нам слова. We will surprise ourselves Мы сами будем удивлены at what good arguments we can give, тому, какие хорошие аргументы мы сможем представлять. because it's beyond our ability to work it out. Потому что мы будем понимать, что мы такого не могли придумать. You know, the person that's the most trusting in the Lord Человек, более всего доверяющий Богу, will be able to be used the best. его Бог сможет использовать наилучшим образом. That's why it says, don't plan your speech. Поэтому сказано, не планируйте выступление. And in Luke 21, verses 16 and 17, В Евангелии от Луки, 21 глава, стихи 16 и 17. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». now here is an even more difficult experience. А здесь опыт еще более трудный. Being hated by our parents, Когда родители ненавидят, turned into the law by our parents, когда предают родители, то есть сдают в органы, or parents turned in by their children, или родители сдают их дети, or those that we thought were our friends. или те, которых мы считали друзьями. God gives us some experiences along this line, Бог дает нам некоторые такие опыты уже сегодня. even now. Да, даже сегодня. And we get all worked up about it sometimes. И We get all excited about it sometimes мы иногда очень переживаем по этому поводу, because of how bad we were mistreated. потому что так плохо к нам относятся. But it's all part of the training. Но это все часть нашего воспитания. During my lifetime, За мою жизнь those that have hurt me the most больше всего боли причинили мне те люди, are those that I thought were my friends. которых я считал друзьями. So, God is preparing us for the future. Поэтому Бог готовит нас к будущему. Now, notice clearly, some people will be put to death. Видите, здесь ясно написано, что некоторых умертвят. Sometimes people ask me questions about the 144,000. Иногда мне задают вопрос о 144 тысячах. And there is no inspired answer to answer them. И нет какого-то богодухновенного выражения, которое бы я мог использовать для того, чтобы дать ответ на этот вопрос. But the answer to whether it's a literal or figurative number Но ответ на этот вопрос, то есть чаще всего люди задают вопрос, это будет буквальное число или символическое, rests in the question of how many are martyrs. ответ заключается в вопросе, сколько будет мучеников. One book I read about the Waldenses Я читал одну книгу о вальденцах. helped me to understand how severe this can be. Эта книга помогла мне понять, насколько сильными могут быть преследования. When the Catholic Church first began to persecute the Waldenses, Когда католическая церковь начала преследовать вальденцев, I don't know how many, but hundreds and hundreds of thousands. но я не знаю, сколько их там было, но сотни тысяч. After a number of years of persecution, Через несколько лет преследований there were only 2,000 of them left. их осталось только 2000. And they probably would have been killed, И их, наверное, бы тоже убили, but they escaped over the Alps но они перешли через Альпы down into the area of the Reformation. и поселились там, где уже была реформация. And so only God knows whether it's literal or figurative. Поэтому только Бог знает, это буквальное или символическое число. But I think we should expect that there will be thousands and thousands of martyrs. Но я думаю, что мы должны ожидать того, что тысячи и тысячи людей погибнут за веру. And then as he finishes this text, И затем в конце этого стиха сказано: he says the whole world's going to hate you. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». They're going to see you as the number one public enemy. Вас будут считать врагом народа номер один.
Great Controversy, page 592. Великая борьба, страница 592. Those who honor the Bible Sabbath Те, кто чтят библейскую субботу, will be denounced as enemies of law and order. будут объявлены или осуждены как враги закона и порядка. The truth is, we're the most law-abiding citizens they have. Но на самом деле мы являемся самыми законопослушными людьми, которые у них есть в стране. Except we can't keep that Sabbath-breaking law. Кроме того, что мы не можем соблюдать их закон, который побуждает нас нарушать субботу. They will say, we're breaking down the moral restraints of society. Они будут говорить, что мы разрушаем нравственные устои общества. They say, if you don't go to church on Sunday То есть, если вы не идете в церковь в воскресенье and stop going on Sabbath, и не перестанете ходить в церковь в субботу, a lot of other people are going to rebel too. то если вы так будете поступать, то вашему примеру многие другие последуют. So you're causing anarchy and corruption. И поэтому из-за вас начинается анархия и растление общества. Not only that, you're calling down the judgments of God upon the earth. И из-за этого на землю изливаются суды Божьи. God is angry with us То есть, другими словами, Бог злится на нас. because we're not stopping you. Потому что мы вас никак не остановим. Because you're so obstinate to keep worshiping on Sabbath. Потому что вы настолько зациклились на этом богослужении в субботу. Now that indicates they have a pagan understanding of God. Конечно же, это все нам будет подсказывать о том, что у них языческое восприятие Бога. But most churches have that already. Но во многих церквях оно так и есть сегодня уже. And I've heard too many Adventists that sort of think that way. И я слышал, конечно, но многие наши собратья так мыслят тоже. They think if they do wrong, God is going to punish them. Они считают, что если они неправильно поступают, то Бог их будет наказывать. And of course, there are consequences to sin. И хотя, конечно, есть последствия греху, But what I have found in a general way но как я это вижу, в общем, is that right after I have slipped into sin, после того, как я согрешил, and I feel so bad that I have fallen, и я чувствую себя настолько отвратительно за это, God does something special for me Бог для меня делает нечто особенное. to let me know how much He loves me. Он дает мне заверение в своей любви. That's the real God, Это настоящий Бог. but they're going to think the opposite. Но они будут иметь совершенно иное представление о Боге. То есть, который злится на тебя. And in a way, we should feel sorry for them. И мы в определенном смысле этого слова должны сожалеть их. They're serving God out of fear. Потому что они служат Богу из-за страха. They don't have the same loving God that we do. У них нет в представлении такого же любящего Бога, как мы имеем. And so instead of hating them, we will wish that they could see it different. И вместо того, чтобы их ненавидеть, мы будем желать только помочь им увидеть другого Бога. Their conscientious scruples will be pronounced obstinacy. Их послушание Богу по совести будет названо In other words, you won't give in no matter what evidence comes to you. будет называться упрямством Stubbornness and contempt of authority. и стремлением к власти. Now, it is difficult sometimes Иногда бывает трудно. to know the difference between standing up for principle Бывает трудно нам даже понять вот эту разницу. С одной стороны, нужно отстаивать принцип and being obstinate. и быть, своего рода упрямым. If we are going to stand up for principle, То есть между упрямством и принципиальностью нам тяжело понять разницу. we need to have a thus saith the Lord. Для того, чтобы отстаивать принцип, необходимо иметь какое-то библейское основание. Так говорит Господь. And if it's not something clear that God is asking us to do, Но если мы не находим ясного какого-то повеления в Слове Божьем, что мы должны отстаивать какой-то принцип, we should be willing to be flexible. то нам нужно быть готовым к гибкости. But this time we have the Bible
telling us to do this. Но в этом случае Библия четко говорит нам так поступать. But we get accused of these things anyway. Но нас будут обвинять в упрямстве. They will be accused of disaffection toward the government. Их будут обвинять в неверности правительству. То есть, что люди неверные, предатели. This is a mirage Это мираж все, that the devil puts in front of their minds. который дьявол нарисует в их умах. Because again, we're the best people they have. Потому что на самом деле мы будем самыми лучшими и самыми послушными людьми в их странах. When you study the Protestant Reformation, Когда исследовать протестантскую реформацию, the people that were killed were the best people of the country. убивали самых лучших людей в стране. In fact, when France had finished persecuting all the reformers out, Фактически, когда во Франции закончились преследования реформаторов, it wasn't long till the whole country collapsed. в скором времени страна потерпела финансовый крах. And of course, that's what's going to happen again. И это опять произойдет. In Third Selected Messages 387, В третьем томе избранных вестей, страница 387. says the persecutions of Protestants by Romanism, Преследование протестантов католиками, by which the religion of Jesus Christ из-за которых религия Иисуса Христа was almost annihilated, была почти уничтожена, will be more than rivaled when Protestantism and popery are combined. может быть, по-другому скажем, преследования, которые будут совершать протестанты вместе с католиками, превзойдут те преследования, которые ощущали протестанты от католиков, при которых религия Иисуса Христа была почти уничтожена. That's the one that helped me the most. Эта цитата мне очень сильно помогла, больше всего помогла. To see that a literal 144,000 Помогла увидеть то, что буквальные 144 тысячи is a possibility. это очень возможный вариант. At the time of Noah, Во времена Ноя there were only 8. только 8 человек спаслись. To have 144,000 144 тысячи will be a huge number, это будет большое число. even if it were literal. Даже если взять буквально его. It would be the biggest group he ever had. Это будет самая большая группа людей, которую в таких ситуациях Богу удавалось спасти. In a time of tremendous persecution. Во времена огромных преследований. But it's possible that it's more than that. Но, возможно, это и нечто большее значит. We just have to leave that question until later. Этот вопрос нам нужно оставить в покое до каких-то поздних времен. In Paulson Collection, page 118, В коллекции Духа пророчества Полсона на странице 118 it says, study the history of the early church сказано, изучение истории ранней церкви during and immediately following the day of Pentecost. во время и сразу же после Дня Пятидесятницы. Study carefully in the book of Acts Или, вернее, изучайте историю. the experiences of Paul and the other apostles. Изучайте внимательно книгу «Деяния» и опыты Павла и других апостолов. For God's people in our day Потому что Божий народ в наше время must pass through similar experiences. должен будет пройти через подобные опыты. Now, that's a very interesting statement Это очень интересное выражение. because most of the book of Acts Потому что большая часть книги «Деяния» is about self-supporting work. описывает служение на самообеспечении. There's a few chapters in the beginning, Есть несколько глав в начале, and we see Peter getting in prison и мы видим, как Петр попадает в тюрьму and miraculously delivered. и чудесным образом получает избавление. But soon Paul is introduced, Но вскоре появляется Павел, and most of the rest of the book и большая часть книги «Деяния» is about the persecutions that Paul and his team went through. описывает преследования, которые переживали Павел и его команда.
Now there's a very interesting fact about Paul. Есть один очень интересный факт о Павле. When Paul got in prison, Когда Павел попал в тюрьму, the brethren said to themselves, братья сказали, maybe it's the Lord's will that he be in prison. может быть, это Божья воля, чтобы он был в тюрьме. When Peter got in prison, Когда Петр попал в тюрьму, a big prayer meeting was called to pray that he would get out of prison. все собрались на молитвенное собрание, чтобы он вышел из тюрьмы. But this was not done for Paul. Но для Павла такого не было. As a result, he never really got out of prison except for some short periods. И в результате он так и не вышел из тюрьмы, кроме как на короткий период. And he served as a prisoner most of the rest of his life. И он до конца жизни, по сути, оставался узником. And no doubt his life was shortened from what it could have been. Несомненно, от этого его жизнь укоротилась. I believe there's a special message in that for those of us involved in self-supporting work. Я думаю, что в этом есть особенная весть для тех из нас, кто совершает служение на самообеспечении. Of all people, we'll be hated the most. Из всех людей в последнее время мы будем ненавидимы больше всех. Maybe because we are more eager to do all the things that God has said. Может быть, потому что мы с большим желанием готовы совершать то, что Господь просит совершать. But we should not be surprised Но мы не должны удивляться at whatever happens in the future. тому, что произойдет в будущем. The book of Acts is also a thrilling book. Книга Деяний – это удивительная книга. When you see the mighty power of God over and over again. Когда ты видишь проявление Божьей силы снова и снова. And he wants us to focus on that instead of this other. И, конечно же, лучше концентрироваться на этой теме, чем на другой. Great Controversy, page 608. Великая борьба, страница 608. Some of them will be thrust into prison. Некоторые из них бросят в темницы. Some of them will be exiled. Некоторых сошлют в ссылки. We know that the Apostle John was exiled. Вы знаете, что Иоанн, апостол, был сослан в ссылку. Some will be treated as slaves. А с некоторыми будут обращаться как с рабами. I'm sure you've all read stories Я уверен, что все вы читали истории of Christians that were treated in prison о том, как относились к христианам в тюрьмах, like slaves. как к рабам. There's a thrilling story about a man in China. Есть одна очень волнующая история о одном человеке, который был в Китае. He was a Seventh-day Adventist. He wasn't. Yeah, he was. Он был адвентистом седьмого дня. And he was determined to never be silent about his faith. И он решил не молчать о своей вере. The name of the book is The Man That Could Not Be Killed. И название этой книги такое: «Человека, которого не могли убить», или «Человек, которого не могли убить». Because they did everything imaginable to him. Потому что они делали все, что угодно с ним. They made him a slave. Они сделали его рабом. They broke his arms. Они ломали его руки. They put him out in the freezing cold. Они выставляли его на мороз All night long. на всю ночь. But he survived anyway. Но он выживал. He became known as the man that could not be killed. И он стал известен как человек, которого не могли убить. So God doesn't have a problem keeping us alive. Поэтому Бог может без труда сохранять нас в живых, If that's His plan. если таков его план. And if it's His plan we be a martyr, И если он запланировал they get special recognition in heaven also. так, что мы должны стать мучениками, то все равно нам воздастся на небесах. Third selected messages, 397. Третий том «Избранные вести», страница 397. Many will flee for their lives Многие убегут, спасая свои жизни из городов from cities and towns. и селений. So some will stay free. То есть кто-то будет оставаться на свободе. The Lord will bless them. They'll be able to get to a safe place. Господь благословит их, и они смогут найти безопасное место. And many will be martyrs. И многие станут мучениками. In fifth manuscript release, page 280, В опубликованных рукописях, пятый том, страница 280, says, God's people, because of persecution, сказано: «Божий народ из-за преследований will be scattered in many countries. будет рассеян по многим странам». Now that's a very interesting one. Это также интересное пророчество. And I suppose it begins in the United States. И я думаю, что оно начнется в Соединенных Штатах.
You remember in the book of Acts Помните в книге Деяния, that Philip was transported over someplace else Филиппа Дух перенес куда-то в другое место to take the gospel. для того, чтобы там проповедовать Евангелие. It's very possible that many people will have this experience. Возможно, что многие люди переживут подобный опыт. As persecution gets too severe in one country, По мере того, как преследование будет заостряться в одной стране, we scatter to other countries мы сможем бежать в другие страны, where there's still some freedom, где еще будет хоть какая-то свобода, where we can still preach the gospel. где, возможно, будет еще проповедовать Евангелие. But finally, it'll be a problem anywhere in the world, Но в конце концов проблема эта станет всемирной, and no place to hide, и негде будет прятаться, except as God hides us there, perhaps in the wilderness, если только Бог не спрячет где-то нас, может быть, в пустыне in the different desolate places of the и earth. в других уединенных уголках земли. But as we close this, let's read Desire of Ages 354. В конце этой темы мы прочитаем еще из книги «Желания веков», страница 354. Because some of you are scared already, Потому что некоторые из вас уже боятся. and you're thinking, oh no, И вы думаете, о нет, look what we have to go through. смотрите, что нам придется пережить. The disciples were not endowed with the courage and fortitude of the martyrs, Ученики не имели мужества и стойкости мучеников, until such grace was needed. пока такая благодать не стала необходимой. So don't try to face it now. Поэтому не пытайтесь уже сегодня прочувствовать, как вы себя будете чувствовать в то время. He wants us to know about it, Он хочет, чтобы мы знали, как оно будет. but don't try to face it now. Но не пытайтесь как-то настроиться, что вот в сегодняшнем состоянии вы уже будете это переживать. If you see that He's giving you the faith to face what you need to right now, Если вы видите, что Бог дает вам веру, необходимую для того времени уже сейчас, He wants you to believe that when you have to be a martyr, то Он хочет, чтобы вы поверили, что когда Он захочет, чтобы вы стали мучеником, or be put in prison, или стали узником, or be a slave, или рабом, that He will give you the faith to go through that. Он даст вам веру, чтобы пройти через этот опыт. And you can trust Him to do that for you. И вы можете доверять Ему, Он сделает это для вас. If you really believe that quotation, Если вы действительно верите в эти слова, you will have no fear with what I've talked about. вам не нужно, вы не будете иметь страха от того, что мы только что читали. Because our God is able. Потому что Бог наш силен. Maybe you'd like us to pray that you will have that faith. Может быть, вы хотите, чтобы мы помолились, чтобы вам иметь такую веру. To believe that He will give it to you И чтобы вы могли верить, что Он даст вам ее, when you need it. когда нужно. If so, just stand. Если да, если хотите, давайте поднимемся. Our Father in heaven, Наш Отец Небесный, our human nature shudders as we read these things. наше человеческое естество содрогается, когда мы читаем все это. We don't see how we could stand those kind of experiences. Мы не видим, как мы сможем перенести такие опыты. But Lord, we are very comforted by these thoughts. Господи, но однако же эти мысли нас очень утешают. Both when we see what you've done for other people, И когда мы видим то, что Ты делал для других людей, and we read this thought of what you will do for us. и мы читали только что эту цитату о том, что Ты сделаешь для нас, Help us not to try to face it now, помоги нам не пытаться сейчас уже быть готовыми к этому, but to think about what you're going to do for us но помоги нам заострять свое внимание на том, что Ты сделаешь для нас, when the time comes когда придет время, that we must face these things. и мы встретимся со всем этим. We know that it's in your hands. Мы знаем, что все в Твоих руках, What our future turns out to be, и наше будущее также, каким бы оно ни было. and we pray for the faith to be happy with that. И мы просим, чтобы Ты дал нам веру, чтобы мы имели удовлетворение. We thank you for these promises. Мы благодарны Тебе за эти обетования. May the Holy Spirit burn it into our minds Пусть Дух Святой запечатлеет их в наших умах, so that all fear will be banished. чтобы всякий страх был удален. We thank you Мы благодарим Тебя in Jesus' name. во имя Иисуса. Amen. Аминь.